Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что ожидается и куда пойдет российский рынок, доллар, евро, нефть на открытии российского фондового рынка. Так, давайте сначала календарик посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, ну вот статистика сальдо торгового баланса Японии вышла отрицательная, то есть значительно меньше, чем предполагалось. Это говорит о том, что экономика Японии, она не восстанавливается так, как предполагалось. Далее по Китаю. По Китаю тоже ВВП растет, но растет более медленными темпами, чем ожидалось. Но с другой стороны, вот в сентябре пошел объем промышленного производства. Здесь есть один хитрый нюанс. Объем промышленного производства в конце третьего квартала-то пошел. Но и вторая волна ковида, она тоже пошла в конце третьего квартала. Поэтому вот этот показатель, он вполне возможно, что в ближайшее время он будет ухудшаться. Поскольку товары, производимые в Китае, их экспортируют и продают в других странах. А если разворачивается вторая волна в Европе и Соединенных Штатах, то, соответственно, спрос на промышленную продукцию будет ниже. Но опять же, вот объем розничных продаж в Китае вырос в сентябре, но поскольку экономика Китая, она ориентирована именно на экспорт промышленной продукции, то это не столь существенный показатель. Но и здесь надо отдать должное, что текущий глава Китая, который является китайским коммунистом, он уделяет очень большое внимание переоснащению и экономики Китая, и промышленности Китая, и развитию зеленых технологий для того, чтобы уйти от традиционных ископаемых источников энергии и для того, чтобы развивались зеленые технологии. Потому как вопрос экологии в Китае, он, наверное, самый злободневный во всех странах мира, потому что очень высокая плотность населения и крупные города типа Шанхая, там реально люди уже не один год ходят в повязках, в масках, потому что там очень сложно дышать из-за копоти, гари, из-за тумана, который из-за промышленного смога. И поэтому как бы вот за счет проводимого в том числе и переоснащения, и перехода на зеленые источники технологии, Китай вполне может прокачать внутренний спрос и за счет этого внутреннего спроса вывести экономику на устойчивое развитие. Однако на текущий момент экономика Китая несет в себе очень много проблем и перекосов. И поэтому, скорее всего, вот весь этот рост, связанный с переходом на новые технологии, на новый энергетический уклад, может быть только после того, как будут выправлены действующие перекосы, в частности, теневой сектор кредитования, перепроизводство. В отдельных областях Китая построено очень много недвижимости, которая не востребована. И как только все эти перекосы они будут устранены, Китай может показать уже как бы реально ошеломительные темпы роста и развития. Вот. Но тем не менее, на текущий момент без кризиса, без прохождения дна, я думаю, такие события маловероятны. Так, ну вот сегодня нас ждет, как заявляет Инвестинг, выступление главы ФРС Пауэлла в 15:00 по Москве. В 15:45 Лагард, председатель ЕЦБ. Ну, такое ощущение, что они будут соревноваться, кто заявит, что больше напечатают денег. Но это все на самом деле юмор. А по сути, то есть сегодня может быть значительное движение в валютах и в индексе доллара из-за того, что перехлестываются такие события, выступления главы ФРС и ЕЦБ. Так, ну вот сейчас идет достаточно много дискуссий или спекуляций, я не знаю, как это более точно назвать, относительно того, что доллар будет обесценен, доллар не будет стоить ничего, он будет падать. Вот. На самом деле, с моей точки зрения, это весьма спорное утверждение, потому как, опираясь только на то, что ФРС предоставляет денежную массу в виде различных инструментов, с моей точки зрения это ошибочно, потому как таким же образом действуют и другие центробанки, в том числе ЕЦБ. Вопрос заключается в том, во-первых, с одной стороны, кто в большем объеме предоставит необеспеченных денег. Что значит необеспеченных? Дело в том, что денежная масса, она должна подкрепляться ростом экономики, то есть производством реальных
продуктов и реальных услуг. Если таковое не происходит, то наступает инфляция, переходящая в гиперинфляцию. Здесь что такое гиперинфляция? Это очень стремительный рост цен и обесценивание активов. Ну, есть разные степени градации. Где-то считается, что гиперинфляция более 200% в год роста цен, где-то более 20%, где-то 20% это галопирующее, а то, что выше 100-200, это уже гиперинфляция. Но смысл, я считаю, здесь какой? То есть происходит раздвоение. Денежная масса, цены и реально продукт, который производит экономика. Ранее всегда, когда возникала гиперинфляция, будь то Веймарская республика, будь то другие периоды времени, но просто тупо печатали много денег, и эти деньги, они ничего не стоили, на них люди ничего не покупали, не могли купить. Сейчас ситуация изменилась, она стала более хитрой. Денег печатают много, но с помощью различных инструментов их выводят из активного обращения. То есть, когда деньги печатают, деньги должны инициировать рост экономики, далее их надо как-то со сцены убирать, паковать их в фондовый рынок, в облигации и так далее, чтобы они не производили роста цен. Вот. На текущий момент экономическое развитие западных стран достигло своего апогея и мастерски справляется с убиранием избыточной денежной массы в виде различных финансовых инструментов. Но реально получается картина, когда денежная масса растет, а реальный ВВП в виде производства товаров и услуг, он не растет. Ну, либо растет, но значительно меньшими темпами. И, соответственно, возникает такой гэп, такой разрыв, который в любой момент может схлопнуться. Поэтому, когда начинаются рассуждения относительно значительного обесценивания доллара и гиперинфляции, здесь не учитываются многие моменты с моей точки зрения. То, что уже сейчас фактически созданы основания для того, чтобы возник всплеск галопирующей или гиперинфляции. То есть, когда реальная денежная масса не соответствует выпускаемым, прирост денежной массы не соответствует приросту выпускаемых реальных товаров и услуг. Почему действительно у доллара может ситуация значительно слабее оказаться, чем у евро, например? Может, но не факт. Заключается в том, что действующая экономическая политика и политэкономия Соединенных Штатов, она связана с инициацией так называемых торговых войн. И здесь есть два момента. То есть нельзя сказать, что вот прекратите торговые войны и все будет хорошо. Нет. Торговые войны, они начали для того, чтобы удержать лидирующие позиции Соединенных Штатов. Штаты в мире. Потому как если не будет лидирующих позиций, тогда будет утрачиваться доверие к доллару. И опять же мы будем наблюдать процесс, когда доллар будет обесцениваться. Вот, поэтому здесь очень хрупкий такой баланс получается. И на самом деле то, что Трамп давит на Китай, да, это плохо, да, это может привести к негативным последствиям. Но, с другой стороны, если он совсем никаких движений не будет предпринимать, это тоже приведет к негативным последствиям. С моей точки зрения, здесь проблема заключается в другом. Она заключается в том, что современная экономика построена таким образом, что реально инициировать процессы тарифного сдерживания и ограничения международной торговли нельзя, потому что это сразу приведет к коллапсу как той страны, которая вводит эти тарифы, так и к общей мировой торговле международной. И текущая экономическая политика республиканской партии Дональда Трампа, она сосредоточена именно на изоляционизме, что с моей точки зрения является недопустимым на текущей парадигме мирового развития и приведет к ослаблению Америки, если продолжится это раз, и может привести к гиперинфляции доллара и к его реальному обесцениванию. В том случае, если эта политика не будет кардинально изменена. И вот как раз избрание демократов, оно приведет к изменению этой политики. Но здесь не будет простого решения, что вот однозначно Байден пришел и все стало хорошо. Нет. Сначала будет очень большой впрыск ликвидности в случае прихода демократов, потому как они сразу согласуют все необходимые меры по предоставлению пакетов помощи.
А вот что будет дальше, мы посмотрим. Так, друзья, давайте на секундочку вернемся к предыдущей неделе, перейдем к рынку. Что мы видим? Идет рост буровых установок активных, по данным Baker Hughes. Это говорит о том, что текущие цены на нефть, они комфортны для восстановления американской нефтянки. Ранее в своих выпусках и телеграм-канале я приводил расчет, в соответствии с которым цена на нефть Brent $40 за баррель и выше придет к тому, что американская нефтянка начнет дышать. Так, друзья, но если судить по сотам, которые публикуются, это немножко, скажем так, упрощенная, утрированная версия позиции американских спекулянтов, игроков на вечер вторника, который публикуется в пятницу вечером. Итого, текущая ситуация указывает на то, что по нефти ожидают на новой неделе боковик. Так, по золоту наблюдает либо боковик, либо небольшое снижение. Но на самом деле по золоту там более хитрая ситуация, мы ее потом отдельно детально посмотрим. Так, далее NASDAQ, позиции по NASDAQ. Здесь вышли из шортов и нарастили лонги, то есть ждут роста NASDAQ перед выборами. Так, далее природный газ. По природному газу здесь консолидация, так же как по нефти и по золоту. Так, а вот то, что касается S&P, в соответствии с данными инвестинга, здесь произошло снижение лонговых позиций. То есть делают ставку на рост высокотехнологического сектора перед выборами. Так, по серебру. Здесь ситуация схожа с золотом, практически никаких изменений. Так, а вот по евро делают ставку на то, что евро будет проседать. Но опять же, здесь скорее все на уровне боковика пойдет. Вот, и поэтому я не думаю, что глобальный провал по евро мы будем наблюдать на этой неделе. Чуть позже мы посмотрим график. Так, ну и что касается по рублю ставок, то здесь немножко нарастили шорты, немножко, но вот основной выход из рублевых активов, он произошел сначала в марте-феврале, и потом летом был добой, когда вот здесь вот сбрасывали в сентябре месяце. Поэтому сейчас, здесь этот критерий, он не показателен. Так, друзья, далее давайте посмотрим позиции по фьючерсам ММВБ. Так, по РТС ожидают отскок и рост. По Сбербанку, наоборот, делают ставку на шорт, продолжение снижения Сбербанка. По Газпрому юрики делают ставку на то, что Газпром отскочит и немножко порастет. Так, по Норильскому никелю делают ставку на то, что он будет проседать. Так, далее валюты, рубль-доллар. Но здесь ставка на то, что доллар будет расти к рублю. Юрики делают ставку на то, что будет рост доллара к рублю. По крайней мере, в начале дня. Евро-рубль. Здесь еще более суровая ставка на рост евро к рублю. Евро-доллар. И здесь, как это ни парадоксально, ставка на то, что евро к доллару будет расти. Почему парадоксально? Потому что рост евро к доллару — это риск-он. И, соответственно, здесь было бы логично, чтобы валюты к рублю не росли. Но здесь еще надо понимать, что есть другой фактор. Помимо риск-он, риск-офф есть определенные платежи, которые в рублях совершаются, налоговые платежи, уплата дивидендов. И поэтому на какой-то момент времени на той неделе мог быть спрос на рубли. Вот, соответственно, спрос на рубли прошел, и сейчас возник спрос на валюту. Вот, зависимость здесь носит более сложный характер. Так, и юрлицы ожидают рост нефти. По серебру тоже здесь мощная ставка на рост, на отскок серебра. По золоту ставка на рост с утра, но она такая вяленькая, нет такого энтузиазма и огня, как в серебре. Так, природный газ, здесь скорее ставка на то, что природный газ будет проседать, по крайней мере, в первой половине дня. Так, друзья, далее давайте китайский фондовый индекс CSI 300. На фоне негативных данных он поплыл, корректируется. Вот, это определенный минус для российского чермета на открытие. Если не будет пробития 4750-4740, то ничего страшного, это у него консолидация в районе верхней границы. Так, далее российский индекс RGBI ОФЗ. Здесь у нас зависли мы над пропастью воржи. Вот здесь важное значение 153,3, 153,2. Если мы не идем в этот диапазон, не пробиваем, то здесь у нас будет консолидация. И если будет консолидация, не разовьется вот это движение вниз, а похоже оно сейчас не разовьется, то это будет позитив для курса рубля.
Так, далее индекс доллара. Ну смотрите, прошлую неделю мы закончили тем, что выше сильного уровня ушли 93.42. Вот, поэтому с учетом такой формации мы сейчас находимся вот в этом диапазоне 94-93.42. Но вот это движение, которое пошло на прошлой неделе, это недельный таймфрейм, увеличивает вероятность того, что будет рост доллара, и на этой неделе мы можем увидеть движение вот сюда, в этот диапазон. Ну и ход событий изменит только пробой сильного уровня, вот этого 93.42, точнее диапазона, вот этого диапазона. Если мы его все-таки пробиваем, и этот пробой идет на объеме, то тогда вот эта тенденция, которая пошла на продолжение роста доллара, она будет отменена. Пока для этого никаких оснований нету, скорее наоборот. Здесь идет консолидация, которая, судя по тем движениям, которые здесь вот были, она наиболее вероятно приведет к дальнейшему росту и движению как минимум в этот диапазон. Так, друзья, далее нефть. По нефти мы заперты вот в этом диапазоне. И наиболее вероятно сейчас с утра мы увидим движение вверх. По нефти цель 43.24, вот сюда вот, к этому значению. Но сначала будет 43, и потом может быть задерг на 43.23. Если сейчас пойдет движение вниз и будет пробой этого диапазона от 42.65 до 42.55, то мы увидим движение по нефти вниз, цель которого будет 42. Вот. Но я думаю, более вероятно все-таки движение вот сюда, вот в этот диапазончик сейчас с утра. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Что могу сказать? Но здесь по недельному таймфрейму пока еще лимит для проторговки или для укрепления рубля, он пока еще не завершился. Как бы это странно ни звучало. Так, по дневному таймфрейму мы заперты вот в этом диапазоне. Соответственно, то есть пробой верхней границы 78,3 или нижней границы 77,75 приведет к сильному движению, если этот пробой будет на объеме. Соответственно, цель для укрепления рубля при пробое вот этой желтой линии находится вот здесь вот 77, 25, 77, 15, вот этот диапазончик. Дальнейший пробой 76,6, 77,5 ведет нас к укреплению сначала 76,15, там определенное облако вероятности вокруг этого значения, а дальше посмотрим. Вот. Далее здесь, если пробой 78,3, здесь уже ситуация будет тогда патовая. Если мы пробиваем и закрепляемся, здесь уже движение открывается на 80+. Так, ну и часовик у нас указывает на то, что наиболее вероятно сейчас с утра будет пробой 78. И мы сходим, скатаемся вот сюда, вот в этот диапазон. В том случае, если будет движение вниз и пробой вот этого диапазона 77, 75, 77, 85, то в этой ситуации разовьется движение, цель которого будет 77,5, потом 77,33, вот сюда вот. Вот. Но с точки зрения технической картины по часовику более вероятно все-таки движение вот сюда вот. Ну и 4-часовик нейтральный. Так, друзья, далее евро-доллар, евро-рубль. Ну, недельная картина, кстати, здесь тоже она указывает на то, что есть определенный потенциал для укрепления рубля. Я понимаю, кто-то скажет, что там, сейчас все должно валиться, рубль должен обесцениваться. Да, на среднесрочной и долгосрочной перспективе, несомненно, даже не спорю. Но вот сейчас как бы локально есть определенная вероятность того, что рубль укрепится. Так, ну, по дневочке мы находимся в евро-рубле вот в такой проторговке. Консолидации 91, 98, 91. Соответственно, пробой вот этого диапазона ведет к укреплению рубля, цель 89,1. Пробой вот этой крышечки на объеме 91, 97 мы будем переписывать 93,3 хай и идти на 96, потом на 100. Так, ну и часовик. Часовик здесь, конечно, не такой ясный, как по рубль-доллар. Но я так могу сказать, что исходя вот из этого часовика, здесь, скорее всего, пилообразное движение. Вот. Но то, что здесь вот произошел такой набор позиций, указывает на то, что хотя бы задерг на 91,62 здесь, скорее всего, произойдет. Вот. Но если мы сразу с утра пробиваем вот этот диапазончик 91,89, 95,
то тогда у нас прямо с утра будет движняк сначала 98,6, потом на 96. Вот. Здесь вот мне как-то больше представляется картина сначала движения сюда, и потом в случае, если не будет пробит вот этот вот верхний диапазон, то будет откат на вот эту вот хорошую такую поддержку, которая на 91 находится. Вот. Но опять же, если мы прям сразу с утра пропарываем вот это значение, то скорее всего мы уходим вот сюда, вот в этот диапазон с утра. Все, друзья, спасибо за внимание.